Дорогие друзья, уже говорила об этом, но, наверное, время от времени следует обновлять свои объявления, заявления. Итак, ведьма приходит в этот мир для того, чтобы внести равновесие. Не только для того, чтобы помогать, и не только для того, чтобы сгубить. Она приходит в этот мир, чтобы помогать тем, кто достоин помощи, и наказать тех, кто достоин наказания. Истина такова, что она сама решает, кому помочь, а кому нет. И помогает она тем, кто заслуживает этой помощи, а не тем, кто может оплатить эту помощь. Я об этом говорила и повторяюсь. Если у вас есть миллионы, это не говорит о том, что вы получите мою помощь. Если у вас нет ничего, это не говорит о том, что я вам не помогу. Решаю я. Сотни и тысячи людей за все эти годы моих работ стали мне близкими людьми. И я им стала близка. Даже невзирая на то, что они оплачивали мой труд, это не помешало им любить меня, уважать и всю жизнь обращаться ко мне за советом и сохранять хорошие дружеские отношения. А труд должен быть оплачен, потому что человек откупается от тех сил, к которым обращается. Он отдает этим силам дань. Деньги, потраченные на магию, возвращаются максимум в течение месяца. Я об этом говорила. Потому что духом важны не ваши деньги. Им принадлежит весь мир, все мироздание. Духом важно ваше желание. Они хотят видеть желание человека, волю человека. Именно поэтому все религиозные направления не только приветствуют упорство человека. Все эти крестные ходы, люди могут вполне уехать на своем транспорте, но они идут пешком. Люди идут на труднодоступные горы, поднимаются иногда босиком, иногда целыми неделями, чтобы достичь определенного храма, помолиться, попросить и получить исцеление или помощь. Для чего это все делалось? Это почтение к силам. Вот я настолько верю в тебя, я настолько надеюсь, что ты мне поможешь, что я готова пройти очень многое ради этого. Считалось, что если молиться на холодном полу, если босиком зайти в храм, если идти несколькими днями по крестному ходу или не только по крестному, то силы, к которым они обращаются, их услышат. Это усиливает, укрепляет вашу связь с той силой, к которой вы обращаетесь. Когда я говорю откупиться, купите это, подготовить алтарь. Пока вы этим заняты, ваши мысли заняты этой работой. Вы перечитываете то, что должны прочитать. Вы переписываете. Вы почтительно находите, покупаете все, что нужно для этой работы. Вы усиливаете свою связь. И когда вы уже просите, вы получаете. Потому что до того момента вы подготовились к этому. Вы усилили свою связь с этими силами. И вот стоило уже вам попросить, и они, видя ваши действия, видя ваше, скажем так, расторопность вашу, да, ваши отношения трепетные к ним, уже помогли вам. Они наблюдают за нами. Мы их не видим, но они видят нас. В разных культурах их называют по-разному, но они существуют, и с ними нужно жить в мире, и я вас этому учила. В этом мире миллионы людей нуждаются в помощи.
И пока я жива, ко мне будут идти люди все больше и больше. Потому что чем больше тебя узнают, тем больше твое имя становится звонким. Чем больше людей благодарят, чем больше людей видят результат твоего труда, чем больше людей делают твои ритуалы, твои работы и получают помощь извне, тем больше о тебе будут узнавать, и тем больше людей будут приходить к тебе за чудом. Но пришла ли я в этот мир для того, чтобы всем помочь? При всем желании я этого не смогу. В стародавние времена приезжали люди к ведьме, к знахарке, ночевали у нее во дворе, возле дома, ждали очереди, чтобы на следующий день к ней попасть. У этих женщин не было своей жизни личной. О какой личной жизни можно говорить, если ты знаешь, что в день по несколько сотен человек ждут тебя и твоей помощи? Иногда бывают моменты, когда ты чувствуешь себя использованной, очень неприятное чувство. Когда ты видишь, что людям, которым ты говорила о том, что поможешь на первых порах, поднимешь их, дашь им старт, а потом они сами решат, как тебя благодарить, потому что есть такие работы, которые нужно откупаться, но ты называть не имеешь права. В определенных работах, не везде. И когда ты понимаешь, что эти люди умолкли и ушли. Вначале, когда им было еще пока плохо, они писали. Потом, когда начались перемены, они сказали, что меняется, что все хорошо. А потом они забыли о тебе. И ты чувствуешь себя использованной. Потому что так оно и есть. Тобой попользовались и ушли. Ты не озлобляешься, ты уже привыкаешь к этому всему, и я привыкла. Я ко многому привыкла. Первое время обижалась, было неприятно, а потом думаю, нет, все нормально, дальше идем. Понимая, что я не смогу помочь большому количеству людей, не смогу просто охватить эту огромную, знаете, толпу людей, многотысячную публику, я поняла, что мне нужно им дать те знания, которые помогут им самим где-то помочь себе, если это незначительные вещи. И я подарила. Я подарила очень много и дарю. Это для того, чтобы те, которые не получили мою помощь, смогли помочь себе сами. Я внедрила в этих работах ключи, я внедрила в них очень древние слова. Я взяла их с этих архивов, которые изучала много лет. Это не легкий труд. Это нелегко и просто дается. Это многолетний труд, это огромный опыт жизненный. Это очень много чего. Но у меня получилось. Я смогла это сделать. Люди, которые изначально, когда я появилась на горизонте, увидев меня, очень неприятно удивились. Для них это был неприятный сюрприз, потому что публика поняла, что ведьма — это ясновидение, что ведьма — это работы, которые реально дают результат, что ведьма — это мудрый человек, что ведьма — это советчик, наставник. И многое-многое иное. Я показала вам работу на картах. Я показала вам работу на рунах. Я ознакомила вас с порчей, как она наводится, какие симптомы. Я сказала вам о печатях на человеке. Я объяснила вам вуду, я объяснила вам сантерею, я сказала вам о кавказском колдовстве, дала очень много ритуалов восточной магии, ассирийской магии, вавилонской магии. Я раскрыла тайну кочевых племен и магии кочевников, которые очень успешно практикуются и очень хорошо помогает. Я очень всесторонне вам подарила эти знания, объяснила и простому человеку, и практику.
И обогнала всех тех, кто вчера смеялся, глядя на мой канал, мол, чего ты так хочешь? Вон у меня 30 подписчиков, 30 тысяч, извиняюсь. А у тебя вон всего-то 3. И начали крушить мои каналы один за другим. А я снова восстанавливала и спокойно шла вперед. Моя бабушка говорила такую вещь. Придет время, перед тобой будут закрываться все двери. И я так наивно спросила, и что мне делать тогда? Она сказала, ничего, просто спокойно открывай и иди вперед. Вот я так и делаю. Когда двери с грохотом закрываются перед моим носом, я спокойно их открываю и иду вперед. Я научилась общаться с людьми недалекими. Да, бывает, выхожу из себя, но уже постепенно это сходит на нет. Я поняла, что их всего лишь надо вышвыривать, выкидывать, чтобы они не мешались под ногами, как шавки, и не тратить на них свое время, потому что им не дан тот разум, который должен быть у человека, чтобы понять меня. Я буквально на пальцах объяснила вам все законы мироздания, законы денег, как подняться, как создать, как сделать. Я на своем примере показала, что можно быть удачливым человеком, и можно получить покровительство духов, и тогда против тебя никто ничего не сделает. На своем личном примере. Я говорила вам, как получить подарки, но в то же самое время получала их сама. И вы знаете, что эти работы реально дают результат. И как вы это узнали? Узнали по моему примеру. Я. Начнут сейчас. Вот она опять я. Я говорю о себе, я не могу обсуждать чужую жизнь, чужие работы. Я знаю, что я сделала, и знают многие. Я иногда сажусь и думаю, как же ты это все смогла? А потом понимаю, что это не я сделала, это сделали силой через меня. Я всего лишь пристанище, сосуд, в котором они живут и через меня творят. Если кто заметил, на моих фотографиях я везде разная. Такое ощущение, что совершенно разный человек. Черты лица те же, глаза те же, губы. Все одно и то же, но что-то разное. Это говорит о том, что в ведьме обитают различные силы, сущности. Смотря какая сущность у меня сегодня, мудрая она или агрессивная она, вы по моему настроению, настрою в этот день поймете, какая сущность в данный момент в моем теле поселилась. Дорогие друзья, я берусь за такие безнадежные случаи. И даром, и не только. Но я берусь за такие безнадежные случаи, от которых другие просто шарахаются и боятся вообще подходить. И я часто показываю, чтобы вы знали, что магия, она существует, и она более чем реальна. Более реальна, чем мы с вами. И то, что я показываю, это славит не меня, это славит духов. Это славит силы, которые дали мне все то, что я умею и могу. Я это не выбирала. Я от этого никуда не денусь. Я буду в этом жить, я буду с этим жить, я буду работать, и до последнего вздоха в своей жизни я буду ведьмой. Все мои остальные профессии, они всего лишь даны мне для того, чтобы у меня был широкий кругозор. Как правило, многие из ведьм либо получают медицинскую профессию и знают многие тонкости медицины для того, чтобы и помогать людям, но в то же самое время и понимать анатомию человека, понимать, как они будут воздействовать на человека. И многие из них этнографы, литераторы, филологи, историки, как правило. Это люди гуманитарных профессий. Гуманитария, гуманность от слова. Любовь. Любовь к человеку, человеколюбие. Что бы ни говорили, если я в своей жизни одного наказала, то тысячам помогла. И если сопоставит Анубис мое сердце и мои грехи,
Я думаю, что мое сердце перевесит. Помните, как сказали Марии Магдалене? Ей многое прощается, потому что она многое любила. Вот мне многое прощается, потому что наряду с тем, что я кого-то наказывала и делала зло во благо, и не жалею об этом ни капли, я очень-очень многим дала новый шанс в этом мире жить. И я беру безнадежных людей. Я всегда говорю, мне приятнее, может, это звучит зловеще, мне приятнее брать безнадежного человека, вернуть его к жизни, через месяц чем-то посмотреть на обновленного человека, на человека, который помолодел лет на 30, который хочет жить. И мне так приятно, я так рада, и я так довольна своей работой, своей жизнью. Чем мне взять какую-нибудь сварливую свекровь, которая ненавидит всю свою родню, свою сноху, своего сына, который подозревает их во всех смертных грехах, которая должна ходить каждый божий день, смотрите, пожалуйста, что там они делают, что думают, как они говорят, почему мне вот там денег не дали, почему-то... Не хочу я заниматься этим примитивом. И люди, которые действительно достигли высот в своей профессии, в любой профессии, меня поймут. Приходит момент, когда ты не хочешь размениваться на эти мелочи, на этот примитив. Ты понимаешь, что гораздо правильнее помочь приостановить проклятие рода. Гораздо правильнее помочь женщине, которая не может родить, создать крепкую династию. Гораздо правильнее помочь женщине, которая безнадежно больна, продлить ее жизнь, потому что у нее есть дети. Гораздо правильнее помочь человеку найти себя в этой жизни, подняться, поверить в себя, остановить ужасающие проклятия, остановить страшные порчи, остановить смертные перекиды и видеть этот результат, понимаете? Видеть результат, который тебя порадует и который в твоих глазах тебя же и возвысит еще раз. Чем сидеть и решать проблему какого-то мужика, возвращая домой, какого-то алкаша лечить, там, спасать, какую-то бабку утешать сутками о том, какие у нее родственники, скоты, твари, и какая она святая женщина, как она всем помогла, и все не оценили. Я говорю, что очень многие проблемы могут решиться без магии. И когда люди приходят ко мне и думают, что если они готовы оплатить, и удивляются, когда я им отказываю, и они: «Как? Мы же хотим платить вам!» Я говорю: «И что теперь? Я не хочу брать плату. Я не буду это делать». В этом случае, знаете, это не в магазине, где клиент всегда прав. На моей территории права я. Во всем и всегда. Неважно, вы оплатили мой труд, не оплатили. Я сама вам решила помочь. Я здесь права. Я решаю, как буду делать, что я буду делать, когда, каким образом. Вы просто молча следуйте инструкции. Если вы пришли, доверились, значит, идем дальше. И когда люди искренне удивляются: «Как? Ну мы же хотели вам заплатить». Я говорю: «Я понимаю, что вы хотели заплатить, и вы должны были, это не геройство. Это мой труд, и вы должны оплатить, никто вам не обязан. Но я не хочу даже за плату вам помогать». Почему? Потому что... Нет, не потому что все плохие, все такие-сякие. Во-первых, потому что есть люди, которым рано ко мне. Есть люди, которые могут сами решить эту проблему. Вот пришел человек, хочет оплатить мою консультацию, и чтобы я посмотрела, продастся ли дом. Ведь я 100 раз говорю, я вам не гадалка, сидеть, кидать карты, продастся, нет. Будешь стараться, продастся, нет, не продастся. Зачем я буду сидеть смотреть судьбу дома, который можно продать за 2 счета, сделав несколько раз ритуалы на продажу? Ведь я выставила специально ритуалы продать дом, машину и так далее. И много этих ритуалов на продажу. Да даже денежный ритуал просто сделать, уже придут деньги от продажи дома. И мне женщина одна сказала:
Вы знаете, Инга, я поражаюсь вашей порядочности. Вы не пользуетесь ситуацией. Нет, я не пользуюсь ситуацией. Абсолютно. Я ценю свой труд, но я не пользуюсь этим. Если человек может провести ритуал и продать свой дом, зачем ему прийти оплачивать мне, чтобы я посмотрела? Ну, посмотрю, я скажу, да, ты продашь свой дом, если сделаешь вот этот ритуал. И возьму деньги. Как говорится, у меня рука от этого не зачешется. Но вам зачем зря платить, отдавать деньги? И они удивляются, что человек ради денег на все не готов. Дорогие друзья, деньги уже давно-давно перестали быть самоцелью, потому что деньги в моей профессии были, есть и будут. Вы уж не думайте, что я миллионерша, и я их не коплю. Я такой человек, вот они приходят и уходят, а так и должно быть. От нашего ремесла особо и не копится. Это специально потому, что если мы разбогатеем, мы обленимся, понимаете, мы работать не захотим. А у меня и так... Не потому, что мы ради денег работаем, а потому что деньги – это еще один стимул просто. Ну ладно, я возьмусь за эту работу, да, сделаю и помогу вот той семье сделать операцию. Не ради себя даже. Или я помогу людям, и когда они попросят, как вас отблагодарить, я скажу, отправьте вот в этот приют бездомных кошек и собак. Я сделаю доброе дело через мою работу, поэтому возьмусь я за этот труд. То есть это некий стимул, чтобы через тебя кому-то тоже помочь деньгами. Когда люди говорят, я бедная и горжусь этим, мне хочется плюнуть им в лицо. Потому что как же ты можешь помочь другим людям, если ты себе помочь не можешь? Ты должна сначала самоутвердиться в жизни, подняться, жить в достатке, чтобы у тебя было что-то лишнее отдать кому-либо. Если ты голодная сидишь, кому ты можешь помочь? Какой толк от тебя этому миру? Как я могу помочь этим бедным собакам, кошкам или попросить людей помочь, если я сама из себя не буду ничего представлять? Если я буду никем, я могу 100 видео снимать, никто не откликнется. Но если я Хусроева, я прошу помочь этому приюту, люди помогут ради моего имени. Даже мое имя принесет кому-то выгоду в этой жизни, понимаете? Так вот, приходит человек насчет дома. Я говорю, не нужно мне оплачивать ничего. Делайте этот ритуал, у вас продастся. Спасибо большое, я вот прям не ожидала. Ожидайте. Приходите вернуть мужей. Задолбали меня до такой степени, что я взяла и начала вам выдавать эти работы. И сказала 100 раз, если вы хоть что-то для него значите, он придет. Делайте сами, не платите, они не умеют делать ни привороты, ни присушку какую-то, ни зазывы. Не умеют эти люди, да и опасно это. Лучше позовите его, поговорите, поставьте точку, и на этом пусть все закончится. Или сюда, или туда. Потому что женщина страдает не от того, что рассталась, а потому что недосказанность. Она не понимает, за что с ней так. Она хочет поставить точку и отпустить. Если уж он не хочет, пускай уходит. Но пусть скажет это, пускай заканчивается это, чтобы не было ожидания непонятно чего. Вот что хочет женщина. Приходят люди, которые считают, что... Понимаете, есть такой тип людей, которые обожают плакать, обожают воевать всю жизнь, обожают всех обсирать. Это смысл их бытия. Даже если в их жизни будет райская жизнь, даже если их переселите в райские сады, они и там найдут с кем воевать и с кем поскандалить. Это их смысл жизни. И они приходят, они готовы оплатить тебе деньги, сколько скажешь, для того, чтобы найти новый объект, чтобы жрать тебя, твои силы, твои нервы, плакаться тебе каждый день и при этом себя перенасытить. В стародавние времена я бралась за таких людей, опыта было меньше. Помогала им, но такой ценой, что 1000 раз жалела. Сейчас я сразу отсекаю. Извините, до свидания. Почему? Да вся надежда на вас. Начинается лесть. Вы единственная, я так вас люблю, вы такая хорошая женщина, вы прекрасный человек, а сама пойдет потом где-нибудь напишет гадость какую-нибудь, самую грязь. Почему? Потому что отказали ей.
Не у каждого есть мудрость и достоинство принимать этот отказ. Но это ладно. Я готова оплатить, пожалуйста, акцент на плату все время. Я думаю, неужели ты меня считаешь такой примитивной, предсказуемой дурой? Я говорю, я не хочу вам помогать, идите, платите другим. Нет, они меня обманут, я же знаю, вы настоящий, помогите мне. Нет, я не хочу тебе помогать, потому что ты не тот человек, которому надо помочь, и у которого просто катастрофа в жизни. А катастрофа ее состоит в том, что мой племянник продал свой дом. Я думала, он поделится, я думала, он даст своей тетке хоть копеечку. Я же столько лет была с ним рядом. Вот его маленького оставляли у меня, когда мать работала. Я-то надеялась, помогите, пожалуйста. Ты хочешь эту копеечку с чужого дома, потому что 40 лет назад, 3 дня ты сидела и нянчилась с ним, когда его мать работала. И вот ты пришла с великой бедой, катастрофой, просто конец жизни. Помогите мне, я готова оплатить. Нет, это не то, на что я должна тратить свое время. Человек мне пишет сегодня. Сначала я не видела ее смс, я прочитала и то, и это. Неделю назад она писала. У нас в семье ругань, мы ругаемся, посмотрите, что не так. Почему я должна посмотреть, кто ты? Кто ты? Вопрос. Или когда просто пишут мне, посмотрите мне, зачем мне это надо? Идите к врачу, постучитесь ему в дверь откроют, скажут, доктор, вы же доктор, ну, посмотрите мне, посмотрите, что у меня болит, почему болит. Он обязан это делать. Это его работа, его труд. Запишитесь с уважением, придите, я посмотрю, что у вас. Посмотрите мне. И вот она, посмотрите, что не так, мы ругаемся. Это было написано неделю назад, я даже не читал. Сегодня. Посмотрите, у нас у собаки украли щенков. Если они живы, мы будем искать. Если нет, то смысла нет. Посмотрите, живы или нет. Я не передала, ее вообще охерели. Я говорю, вы с головой дружите? Нет, так нормально? Извините. Дорогие люди, вместо того, чтобы тратить время на ваших щенков, на ваших мужиков. Кстати, самая любимая вещь. У меня ребенок вот дает мне ответ, не слушается. Помогите, пожалуйста, в нем словно что-то поселилось. Были у какой-то бабушки, что-то она там сказала. Ну, идите к этой бабушке дальше, пускай она вам помогает. Раз она сказала, пусть она дальше и снимает это все. Зачем вы ко мне пришли с этим бредом? У него там демон, бес сидит, вот он не слушается. Я же вам говорила, самый лучший рецепт – изгнать беса из ребенка. Берешь ремень, спускаешь штаны. Вот поверьте мне, со второго удара этот бес улетучится. Проверенный дедовский метод. Жестокость? Какая жестокость? О чем вы? Сейчас очень принято невоспитанных детей приписывать к гиперактивным. Ребенок невоспитанный, просто избалованный до невозможности. Гиперактивный, он просто Если вы увидите их мам, вы поймете, почему они такие гиперактивные. Потому что мама просто млямля. Вот мама вот ходячая какая-то вот слониха, само спокойствие. Ребенок идет, орет просто нечеловеческим голосом. Мне уже так на нервы подействовал, когда в банке стояли, и они я говорю, женщина, вы не могли бы вообще посмотреть за своими детьми? Здесь люди, здесь сотрудники, они что-то печатают, им нельзя ошибаться. В одной букве ошибутся, не выдадут людям наследство целое, придется по судам ходить. Вы не понимаете? Посмотрите, пожалуйста, за своими детьми или выйдите на улицу. Чё мне им рты приклеить? Чё вы пристали? Дома там орут соседи, мол, чё мне к батарейкам детей там пристегнуть? Я говорю, нет, это вас надо пристегнуть было к батарее, чтобы вы не размножались. Я должна потратить свое время воспитывать их детей. Женщина пишет, вот манера писать. Помогите, у нас вот такие трудности, помогите, пожалуйста. Не так-то, ничего. Клип, где там, я уже сейчас не помню, по-моему,
о родине, разговор с сыном под роликом. Помогите, у меня там бизнес рушится. Нет у вас такта, вы мыслить не можете, вы приходите ко мне за помощью. Вы думаете, что если я сказала, что я ведьма, я у всех подряд буду брать деньги и всех вас призывать. Нет, уважаемый, я не гадалка. Ведьма – это совершенно иное. Ведьма и гадалка – это как профессор и уборщица. Вот почти такая разница. Так вот, помогите. И самое, знаете, такая фирменная фраза в конце. Если что, извините. Ну, просто вот базар. Помогите, вот у меня 7 детей, маленькая квартира, вот 3 детей мы взяли, мы хотим сейчас еще несколько детей взять на воспитание, нам нужен дом, помогите, если что, вот купить дом. Как мне помочь? Вам деньги отправить дом купить? Вопрос. Зачем вы рожали столько детей в маленькой квартире? И кто вам позволил брать еще детей из детского дома в эту маленькую квартиру? Для чего вы их брали? Для денег. Наверняка, потому что нормальная, достойная женщина не будет брать, тем более чужих детей, в маленькую квартиру, где и так жить нечем и негде. И вот меня, знаете, давит на вот жалость, мол, мы еще хотим детей, вот если ты нам поможешь с домом, да, вот представь, как ты осчастливишь, сколько детей еще ты осчастливишь. Да нет, я вас осчастливлю, потому что вы будете еще больше пособия получать и много рабсилы возьмете себе, которые будут вам там гусей, уток там кормить, пахать в огороде, да, и деньги приносить, прибыль. Вот для чего вы взяли этих детей. Вы думаете, вы пишете какой-то, знаете, такой простой примитивной женщине, вы не понимаете, что я умею видеть душу человека. И что значит «помогите мне с большим домом»? Дорогие друзья, о чем я хочу сказать? Что многие проблемы у человека возникают из-за его тупости и решаются, если он умнеет. И здесь магия просто бессильна. У меня кредиты, я не могу с долговой ямы, помогите, пожалуйста. Таким людям тем более не помогаю, потому что нет волшебной палочки взмахнуть, чтобы ваши кредиты закрылись, а вы за этим пришли. Кредиты не надо брать, если ты не рассчитываешь на себя. Вы знаете, в день сколько раз мне идет СМС, телефон? Вы наш вот постоянный клиент банка, они же все это отслеживают, все твои доходы. Мы можем вам предложить 4 миллиона за какой-то маленький процент. Вот побежала, кредит взяла 4 миллиона. Красота, поехала по всему миру, погуляла, а потом сижу и пишу: помогите мне, спасите меня, у меня кредиты, пожалуйста, я в таком состоянии. За тебя кредиты никто не отдаст. Но стоит тебе поумнеть, и магия не нужна, чтобы ты поумнела и исправила свою жизнь. Я беру тех людей, чья беда от них не зависит. Вот коротко и ясно. Чья беда не